Всем привет, ребята! Меня зовут Пелла Евбак, и это мое первое видео на канале. На самом деле не первое. И оно будет одновременно мемным, прикольным и, я надеюсь, в какой-то степени познавательным. Начнем с того, что я заметила, как в последнее время развелось множество арт-блогеров, и они неплохие, как и темы, которые они порой поднимают. В какой-то степени я даже рада видеть творческих персон, которые не просто говорят о том, где и как они рисуют и как вообще продвигались, а иронично видеть ролик с советами по продвижению от блогера с максимум пары тысяч подписчиков на ютабах, но и поднимают какие-либо проблемы в художественном сообществе, начиная с обсуждения плагиата, обводок, недобросовестных художников и заканчивая советами по рисованию. И, что очень важно, брошенной критикой. Но есть одна тема, которую художники обычно либо избегают, либо проходят по ней поверхностно, не вдаваясь в детали, либо вообще поддерживают ее. И эта тема – кринж-культура. Сегодня мы о ней поговорим. Я постараюсь доказать, почему кринж-культура вредит художникам сильнее каких-нибудь начинающих художников, чаще всего детей, любящих обвести чужие понравившиеся им картинки. Как-никак это делал каждый в начале творческого пути, и почему я считаю, что кринж-культура должна умереть. Что такое кринж и кринж-культура? Все знают, что такое кринж, верно? Пускай это слово сейчас используют все, кому не лень и неправильно. Не будем вдаваться в подробности этого слова, я лишь скажу, что им люди обычно описывают что-то неприятное, неуместное и волнующее. Это слово эволюционировало, чтобы охватить широкий спектр значений, выходящих за рамки первоначального смысла слова. Возможно, вы даже не ожидали, что вокруг этого слова образовалась целая культура. Так что же вообще такое кринж-культура и с чем это едят? По определению из Urban Dictionary, кринж-культура – это высмеивание людей, оскорбление их, называя их кринжовыми или кринжулями за то, что они делают что-то, что не причиняет вреда или каким-либо образом не оскорбляет никого и ничего. То есть сообщество людей, высмеивающих других за их интересы. Однако то, что считается кринжовым, в основном варьируется от человека к человеку. То, что для одного кринж, может быть нормой для другого человека. Целевые сообщества, которые подвергаются влиянию кринж-культуры. Фурии, косплееры, анимешники, различные субкультуры, начинающие художники, люди, шиперящие ос-канон. Также могут включать маргинализованные группы и отдельных лиц, которые, возможно, уже сталкиваются с социальной стигматизацией или дискриминацией и так далее. Таких групп людей, которые становятся объектом для насмешек и травли, больше, чем вы думаете. Как кринж-культура проявляется в нашем комьюнити? Описание этого термина вам ничего не напоминает? Может быть, ВК, например, с его нынешними великолепными пабликами, выросшими из ноартов и ФВК, которые кошмарят начинающих и не только художников? Или формат критики, который был в 2020 году, и в какой-то степени он до сих пор по какой-то причине жив. Также можно вспомнить обзоры на Сьюх, которые вообще в привычном понимании уже не осталось, но люди продолжают мусолить эту тему. И, конечно же, мое любимое – кринж из ТикТока и лайка, что для меня тоже считается нормальной такой жирной пищей для подпитывания кринж-культуры. И это даже касается не только арт-сообщества. Сейчас я расскажу о каждом из этих пунктов поподробнее. Начнем с пабликов. Пускай те же дно-арты давно перестали заниматься мракобесием, грубо и без спроса критикуя работы, однако ФВК до сих пор жив, и другие трэш-паблики тоже. Фандомный трэш, ВК-трэш, ставьте название фандома трэш, ОХ и так далее. Лично для меня подобные места были основной причиной моей боязни рисовать в раннем подростковом возрасте, и я уверена, что не только у меня так было. Я боялась быть слитой в подобные места и получить еще больше травли, чем было у меня в школе. Подобные роковальни не приносят ничего хорошего, они только насмехаются над людьми, их попытками в рисовании, эдит, что угодно. Люди просто занимаются тем, что им нравится, и веселятся, но по мнению пабликов, тебе нельзя таким заниматься. Никакой критики вы там не найдете, это банальное распространение ненависти ко всем тем, кто не рисует красиво, либо рисует то, что какому-то Васе Пупкину не нравится. Все посты сводятся к... Ахаха, что это за хуйня? Ну и насрал, криво, косо, ну и жесть. А у этого бро берут заказы, как вообще так можно рисовать? Разноцветная радужная дресня, рука, кривая нога улетела, большой палец левой ноги опух, королева мыла. Мне это в кошмарах снится будет. И я вообще молчу о том, что часто туда попадают и вполне неплохие работы. Просто по какой-то причине мегасливателю показалось содержание картинки кринжовым. Помимо этого стоит упомянуть, что администрация подобного рака чаще всего взрослые, и это меня просто-напросто пугает. Какие-то взрослые лбы админят места, где основная аудитория дети. Иронично то, что одного из админов подобного паблика обвиняли в педофилии. И даже не по причине того, что он рисует что-то неправомерное, а по причине того, что с ним буквально есть доказанный случай груминга. Заставляет задуматься, не так ли?
формат критики и смежный формат реакции на сьюх. Я до сих пор натыкаюсь на видео подобного жанра. Мне никогда подобный формат не нравился, потому что эти видео представляли из себя детей постарше, а иногда и вообще взрослых, вроде Еви, со скиллом не выше тех, кого они обозревают, или чуть выше. Хаски вообще использовала одну и ту же 3D-модельку, лол. Они либо обозревали детей помладше, как по мне, будто пытаясь самоутвердиться за их счет, либо обозревали явных троллей, всяких осок с радужными волосами и огромной грудью, с гаремом из 1000 мужей, популярных персонажей, вроде Билла, Санса, Спрингтрапа и прочих. Хотя иногда критика сьюх в формате была не обязательной. Они часто делали критику на критику критика. Я могу ошибаться в описании формата. Такое мне практически никогда не нравилось и просто попадалось мне в рекомендации. Само творчество со сьюхами, как по мне, забавное, но то, что это обозревали и продолжают обозревать на полном серьезе, вводит меня в ужас. Сами, в кавычках, настоящие Мэри Сью вымерли еще задолго до появления формата критики. А тот же ОС-канон для меня никогда сьюшеством не был. ОС-канон база, кстати. Это хороший способ проявления любви к персонажу. Подобных персонажей мало кто делает, да даже если и делает, то в этом нет ничего плохого. Я могу предложить вам посмотреть полное видео про сьюх от зарубежной ютуберши. Оно на английском, но вы можете воспользоваться функцией перевода от Яндекса на крайняк, если не знаете язык. Ссылочка будет в описании. Кстати говоря, в англоязычном сообществе по таким персонажам ностальгируют, так как это часть их беззаботного детства. А у нас же... как всегда, все доходит с опозданием. Формат критики сместил просто формат обзора кринжового творчества из ТикТока, лайка, по различным популярным фандомам и гачи. В самих обзорах не вижу ничего плохого, особенно если автор видео предоставляет какую-никакую критику, и оно не несет за собой просто глумление над авторами. Но если бы все-таки было, то я бы не стала упоминать это видео. Ничего нового, просто угар над чужим неумелым творчеством. Либо же обзор на то, что кажется странным, непонятным большинству. Например, безобидные хобби, вроде теориантропии, хобби-хорсинга, косплея. Эта тема такая глобальная, что по ней можно делать отдельное видео. Ты не можешь рисовать плохо, будучи ребенком. Рисовать плохо, будучи взрослым, вообще пиздец. Это вообще невозможно. Ты должен учиться еще в утробе матери, либо вообще, когда находишься в мошонке отца. Помимо этого, ты обязан рисовать только правильных, не сьюшных персонажей, без единого яркого цвета в палитре. Ни о какой свободе творчества не может идти и речи. Про безобидные увлечения вообще забудь. Ишь чего захотел? Порисовать, поролеплеить, анимации поделать, потанцевать на камеру в косплее любимого персонажа. Рассказав немного про ТикТок, хочется также рассказать про то, как люди обсирают хэдканоны оттуда. Больная тема для многих, но все же хочется немного об этом рассказать. Мое мнение будет отличаться от большинства, но мне как-то похуй. Расскажу на всякий случай, что это, а то вдруг забыли или же вы в танке. Хэдканоны – очень популярное явление в различных фандомах, где фанаты интерпретируют или представляют себе части историй или персонажей таким образом, который явно не указан или не показан в исходном материале. Хотя для фанатов это может быть забавным и творческим способом самовыражения и взаимодействия с исходным материалом, это также может привести к появлению таких хедов, которые противоречат установленному канону или портят его. Фанатам важно с уважением относиться к исходному материалу при создании своих заголовков и избегать искажения сюжетных линий или характеров персонажей для других. Также существует фанон, признанная фанбазой или популярное видение персонажа, основанное на хэдканонах. Мне лично все равно, как люди могут интерпретировать персонажа. Порой мне нравится видеть, как персонажи редизайнят, приписывают и ставят необычные ситуации и сеттинги. Это очень развлекает. Хэдканоны могут быть на что угодно, а не только на ориентации, гендер и менталку, как видит российское общество. Хотя и такое меня совершенно не пугает. Моя основная соцсеть – это Tumblr, как-никак. Кроме этой хуйни. Чаще всего бомбеж людей и мой бомбеж на бомбеж людей касается хуманизаций или АУ с человеками, к примеру, персонажей МЛП. Русскоязычное сообщество обсирается, увидев хотя бы одного толстого или чернокожего персонажа. Либо же считает, что англ-сообщество рисует только черных геев-инвалидов и не разрешает вам рисовать белых идеальных людей. Всем похуй, вы можете представлять персонажей как угодно, ведь это ваше личное видение персонажа. Не любить чужие хэдканоны? Нормально, однако не стоит скатываться до банальной травли авторов хэдканонов. Идеализированные хуманизации были в эквестрийских девочках, и не всем такое нравится, поэтому люди делают свои вариации. Пинки может быть любой, как и Apple, Rainbow и другие персонажи. Вы можете делать любые хуманизации, рисовать толстых или мускулистых, с волосами на теле, с отсутствующими зубами, короткой стрижкой, толстыми бровями. В жизни мы все не выглядим одинаково, поэтому кому-то хочется видеть разнообразных персонажей тоже, а не просто анимешных сисястых девочек и мальчиков-твинков. Хотя такие персонажи тоже крутые, и никто не запрещает вам их любить.
Почему кринж-культура вредит? Культура кринжа пиздец как вредна, как минимум потому, что она увековечивает токсичное и осуждающее мышление, которое подавляет индивидуальность и самовыражение. Это может привести к тому, что люди будут испытывать стыд или беспокойство по поводу того, чтобы поделиться своим истинным «я», опасаясь насмешек и негативной реакции со стороны других, заставляя невинных людей чувствовать себя изгоями. Кроме того, культура укрепляет социальные нормы и ожидания, отбивая у людей охоту исследовать свои интересы из-за боязни быть кринжовыми, ненормальными. Поэтому заявляю, быть кринжом не стыдно. В целом, культура кринжа способствует созданию атмосферы негатива и отчуждения, в которой людям не рекомендуется быть самими собой. Важно поощрять сочувствие, принятие и творчество, вместо того, чтобы поддерживать культуру насмешек и стыда. Также я считаю, что культура кринжа является ксенофобией в каком-то смысле. Ксенофобия – это нетерпимость к какому-то чужому, незнакомому, непривычному и восприятие чужого как неприятного и опасного. Ксенофобия и культура кринжа могут быть взаимосвязанными понятиями в том смысле, что они вместе способствуют маргинализации и осмеянию отдельных лиц или групп на основе их воспринимаемых различий. В то время как ксенофобия конкретно проявляет ненависть по отношению к людям из разных стран или культур, культура кринжа часто включает в себя насмешки или принижение отдельных лиц за то, что они выражают себя способами, которые отклоняются от общественных норм или ожиданий. В обоих случаях наблюдается тенденция к инаковости отдельных лиц или групп, которые воспринимаются как отличающиеся, будь то из-за культурного происхождения, поведения, интересов или внешнего вида. Это может привести к обесцениванию и стигматизации тех, кто не соответствует доминирующим социальным стандартам. Ну Пелла, по такой логике теперь нельзя критиковать произведения? Не дай бог авторы обидятся, их это заденет. Про критику и юмор. Мы вообще говорим про людей, которые занимаются своими безобидными хобби, но про это я тоже расскажу. Акт критики не является грехом, равно как и выражение своей неприязни. Критика чьей-либо работы, будь то фильм, книга, игра или другой вид искусства, является обычной практикой и важным аспектом творческого процесса. Для людей естественно иметь разные мнения и высказывать критику, будь то положительную или отрицательную, как способ обеспечить обратную связь и участвовать в обсуждении работы. Однако существует разница между критикой и травлей, последней из которых следует избегать любой ценой. В случае вызывающего отвращения искусства или работ, хотя красота и искусство субъективны, конструктивная критика и выражение своей неприязни гораздо эффективнее травли или кибербуллинга создателя. Важно подходить к критике уважительно и конструктивно, учитывая влияние, которое она может оказать на создателя, и в то же время выражать свои собственные мысли и мнения. Я автор нескольких визуальных новелл, и я очень рада, когда люди пишут развернутые отзывы, а не просто пишут, что я тварь, мразь, фрик, сделала хуйню, не пиши новеллы больше. Не поймите меня неправильно, я не вижу ничего плохого в черном юморе, или просто в том, чтобы по-доброму посмеяться с каких-то картинок. По сути, нет ничего плохого в том, чтобы смеяться над работой других, поскольку юмор может быть важным и эффективным способом самовыражения. Однако, может быть неосмотрительно создавать мемы или шутки, которые наносят вред или проявляют неуважение к оригинальному автору. Важно учитывать чувства других людей, прежде чем делиться мемами или шутить о чьей-либо работе и использовать юмор надлежащим образом. Смех не должен быть за счет других. Вы можете вместе со своими друзьями угорать со своих старых работ, либо же с тех, авторы которых либо не против такого. Как-никак, в трэш-пабликах самослив – частое явление, и в этом нет ничего плохого. Автор сам не против посмеяться со своих работ. Я просто призываю проще относиться к творчеству других. И вообще, будьте добрее, сволочи ебаные. Примеры вреда. Сейчас мы поговорим о жертвах кринж-культуры. Аниматоры, художники, которые подверглись ужасному отношению сообщества со свое творчество. Я пройдусь по каждому кратко. И я начну с себя, лол. Вы можете сказать, ну Пелла, ты же какой-то ноунейм, у тебя 30 подписчиков на ютабах, ты какой-то хуй с горы вообще. Я локально известный автор, и та еще кринжуля. Я рисую Осканон, хотя, наверное, не все Осканон-арты можно назвать такими, ведь мои персонажи тоже в какой-то степени канон. Тогда это Красшип, и их тоже часто не любят. Фури, но иногда я больше человеков люблю. Мочу, у меня нейрогенный мочевой пузырь, я воняю мочой, разноцветных гомогеев-инвалидов, и это еще не все. Еще я рисую в пейнте, можете себе представить? Мое творчество своеобразно и не для всех. Я поднимаю порой сложные и мерзкие темы, и я прекрасно понимаю тех, кому это заходит и не нравится. Но ведь я не просто так начала себя. Я упомянула ранее про то, что я делаю новеллы. Это такое же мое хобби, как и рисование. Я сделала свою первую новеллу еще до взлета популярности БТД и до создания какого-нибудь Джон Доу. Моя новелла не популярная и имеет небольшую фан-базу, но меня она вполне устраивает.
Я подвергалась лютой травле за свое творчество и в целом фандоме. Меня сливали в кучу пабликов, писали хейт-посты про моих персонажей и в комментариях обзывали шизом, фетишистом, ёбнутый и прочее. Ну и по мелочи, желали мне смерти, пытались взломать соцсети, задоксить одного из родственников. А еще я подвергалась насмешкам в своем же колледже. Но про это можно целое видео сделать, если хотите. Я могу поведать полную историю, и это в какой-то степени интересный опыт. Сейчас же я в своем сознании настолько преисполнилась, что мне похуй на всех, и я творю, что хочу. Но я такого никому не пожелаю. Не каждый может выдержать такое, и уж тем более просто проигнорировать. Еще травле за арт и увлечение подвергались мои друзья. К примеру, моя подружка-ватрушка, любящая крошипы и мочу Рокстара из скуки рано. Ей часто приходилось менять паблики. Мне кажется, из всех моих друзей ей досталось больше всего. Сейчас я расскажу кратко про других людей из российского арт-сообщества, о ситуации которых я наслышана. Например, имя и друзья красавица и аниматор Ляпа. Эти люди, которых часто критиковали в период популярности формата критики. Я до сих пор не понимаю, почему прицепились именно к ним на самом деле. Про других я помню меньше, либо ничего не могу сказать. Первая была еще одним начинающим художником и, следовательно, имела низкий скилл. Шиперила себя с каким-то там блогером и сансом, рисовала на софовый контент с ними, писала фанфики, рисовала арты. Честно, я больше про нее ничего и не помню, кроме этого. Шиперство с реальным человеком я, конечно, осуждаю, но она ребенок, и многое можно простить. Кто угодно в детстве мечтал о том, чтобы встречаться с какой-нибудь знаменитостью. Это самые настоящие парасоциальные отношения, и люди в таком возрасте, мне кажется, очень им подвержены. Ей на момент выхода самого популярного видео о ней было всего 12 лет. Ей нужно было нормально объяснить, почему шиперить себя со взрослым мужиком, который годится ей в отцы, не ок, а не снимать кучу однотипной хуйни по типу what the fuck, как она может делать это же пиздец! Я даже помню, как по ней сделали целый паблик, где обсасывали каждое ее действие, рисовали с ней, напоминаю, ребенком, на СФВ и так далее. Еще помню, как над ней насмехались и угорали, когда она сделала видео, где она расстроенная из-за удалившихся рисунков на ее компьютере. И это было отвратительно. Люди просто хватались за любую мелочь, чтобы потравить ее. Просто за любое действие, за факт ее существования. Не знаю, где сейчас она находится, но надеюсь, что сейчас с ней все хорошо, и она оправилась от этого. А аниматор Ляпа просто аниматор, рисует и анимирует котов. На нее все накинулись максимально тупыми доебками в огромном количестве, потому что ее анимации недостойны такого количества подписчиков. Ну да, еще она шиперила себя с Бенди. Ужас-то какой! Хотя люди, скорее хейтеры, сами поспособствовали приросту подписчиков. Популярность штука непредсказуемая, знаете. Ляпа тут вообще не виновата. Сейчас аниматор Ляпа все еще рисует и анимирует, но видео про нее продолжают выходить. И новый доеб до нее – маленький прогресс. Стоит ли мне говорить, что она никому не обязана прогрессировать до уровня суперскилловых академ-художников? Могу еще из недавнего привести в пример Кейт Пак и Фуву, так как их шиперство себя с каноном привело к травле. У первой даже какая-то драма была, но я с ней не очень знакома. В любом случае, обе продолжают делать то, что делали, и приносят им удовольствие, несмотря на хейт и сливы. Еще в голову приходит Муда и его видео с откровенным обсиранием начинающих аниматоров, которых никто в сообществе не замечал до тех пор, пока на них не отреагировал хентайша на стримах, если я не ошибаюсь. Муда – взрослый мужик, со своим другом самоутверждался за счет детей и других аниматоров. Называл детей даунами, ебанутыми, слал их нахуй и прочее. А когда одна из обозреваемых ими девочек ответила на видео Муды, сняв ответку, то он просто поугарал над ней на стриме. И это поведение взрослого человека? Подробнее о ситуации с Мудой можно найти на ютьюбе. Я рассказала лишь кратко. И это только то, что я вспомнила. Я уверена, что примеров можно привести и больше. Если вы, ваши знакомые или, может, любимые художники сталкивались с таким, то вы можете об этом написать в комментариях. Люди могут высмеивать других людей по целому ряду причин, включая стремление к самоутверждению, доминированию или соответствию социальным нормам. Высмеивание других может быть способом для некоторых людей получить социальное одобрение или повысить свой статус в группе, принижая других. Кроме того, некоторые люди могут прибегать к насмешкам, чтобы почувствовать себя лучше или отвлечь внимание от собственной неуверенности. Что касается того, почему мало людей стали говорить об этой проблеме, это может быть связано с сочетанием многих факторов. Во-первых, культура кринжа и акт высмеивания других стали в некоторой степени нормой в определенных онлайн-сообществах, что делает это неприемлемой формой юмора или социального взаимодействия. Кроме того, некоторые люди могут не осознавать вред, причиняемый таким поведением, поскольку они могут не до конца понимать влияние своих слов и действий на других.
Более того, обсуждение проблемы высмеивания других может также включать признание собственного поведения и противостояние ему, что может быть некомфортным для некоторых людей. Это также может потребовать оспаривания глубоко укоренившейся социальной динамики и норм, которые увековечивают этот тип поведения. В целом, решение проблемы высмеивания других требует согласованных усилий по развитию эмпатии, понимания и уважения различий других людей. Поощряя открытые разговоры и повышая осведомленность о последствиях такого поведения, можно изменить отношения и создать более позитивную социальную среду. Проще говоря, людям стоит относиться друг к другу спокойнее и терпимее. Конец. На этом вроде все. У меня нет крутого крышесносного монтажа, но надеюсь, вам понравилось. Я очень давно хотела высказаться по этой теме. Можете подписаться на канал, лайк или дизлайк поставить, в игры мои поиграть, сделать на них кринж-разбор, подписаться на мои соцсеточки, а именно Telegram, Tumblr. Только аккуратно, я гура и всякие мерзкие штуки не блюрю и никак не цензурю. Будьте к этому готовы. Всем пис!